Так вот, как же и удобрять, и поливать такие орхидеи? Мох у таких маленьких орхидей должен быть всегда слегка влажный, не мокрый, с него не должно течь, но влажность должна быть. А вот теперь смотрите. Я погружаю горшок в раствор. Медленно. Сейчас возьму пинцетом. Раствор доходит до верха. Вот, видно? Сумочка, ты уже на месте? Я же никуда не ходил. Я ждал. Ну хорошо. Ложись. Все, но мне не нравится, когда ты ходишь по орхидеям. Леша, лежи, не мешайся. Добрый день, друзья. Второе видео о малышах, о азиатских орхидеях. Показываю вторые две орхидеи, как и обещала в первом видео. Эти орхидеи были куплены в январе на православной выставке. Одна из них называется вот так. Вторая так. Ну, это анаконда. Ну, конечно, анаконда. Я и мечтала об анаконде. А это биглип. Показывала их после покупки. Даже биглип уже пересадили. Смотрите, какой чудесный. Может быть, видео о нем было и недавно, но после пересадки прошло более 2 недель. В горшке появились чудесные молодые корни. Вот вверху. И сейчас мы с вами посмотрим, что там происходит внутри горшка. Ну, ничего не происходит. Вот видны немного корешки. Ну, совсем чуть-чуть. А с анакондой проблем больше, потому что у нее не было большого количества корней. Она была, ну, не могу сказать, что в пограничном состоянии между жизнью и гибелью. Конечно, нет. Но все-таки было видно, что орхидея слабая. Правда, нужно отдать ей должное. После покупки она очень активно стала растить корни от шеи, но как-то и этот процесс замедлился. Вот они выросли на 2-3 сантиметра, остаются раскукленными, но все-таки не растут. Подрос листик, окрепли листья, появились молодые корни вот в горшке. Конечно, я ее переставила, вот я сделала все то же самое, как показывала в прошлом видео. Она стоит уже в большем горшочке. И вот этот весь процесс, который происходит с января, ну, как бы сейчас не то что его завершение, а продолжение этого процесса. Почему так вот как-то очень долго? Это потому что орхидея начала растить лист. И вот сейчас все эти процессы пойдут быстрее. Меня спрашивали, а как же поливать и удобрять такие орхидеи, которые находятся в моховых стаканах? Вы знаете, и полив, и удобрение – это абсолютно одинаковый процесс. Что поливать, что удобрять, рассказывала, но покажу еще раз. Причем вот эти все маленькие орхидеи я удобряю только аминосилом. Потому что здесь есть аминокислоты, которые ферментированы из конского навоза. Это органическое удобрение.
как раз для таких маленьких орхидей. Вы мне сами очень многие пишете, что орхидеям нравится это удобрение. Нет возможности купить аминосил, купите любое другое удобрение. Пусть это будет азот, фосфор, калий плюс микроэлементы. Я об этих удобрениях тоже много рассказывала. Вот выбирайте удобрения на свой вкус и свой кошелек. Но мне нравится именно это удобрение. Недавно был очень интересный комментарий. Кто-то из моих подписчиков купил аминосил, и это, наверное, была подделка, потому что, когда его открыла, жидкость была не темного цвета, а светлого. Я недавно открывала эту баночку, сейчас даже еще половину не израсходовала. И вот как бы производитель не говорил, что осадка нет, осадок есть, и он небольшой. Перед использованием вот так взболтала, открыла, и жидкость получилась светлая. А перед первым использованием вот такое активное взбалтывание, потому что осадок есть, но он очень-очень маленький. Вот. И когда я это сделала активно, аминосил стал того цвета, к которому я привыкла. Так вот, как же и удобрять, и поливать такие орхидеи? Мох у таких маленьких орхидей должен быть всегда слегка влажный. Не мокрый, с него не должно течь, но влажность должна быть. У меня эти горшки с отверстиями внизу. Вот эту бы орхидею еще не следовало бы не удобрять, не поливать, слишком влажный мох. Вот еще бы дня 3-4, и тогда можно делать полив. Ну, для меня ничего страшного происходить не будет. Я просто дольше потом просушу горшок с этой орхидеей. Производитель аминосила рекомендует готовить раствор 5 мл аминосила на 2 литра воды. Но, как вы видите, у меня стоит литровая кружка, поэтому мы берем пол дозы. Я никогда не уменьшаю. Вот как производитель сказал, так и делаю. В сухих удобрениях то же самое. Чаще всего это 1,5-2 грамма. Читайте, пожалуйста, инструкцию. Делайте так, как рекомендует производитель. Они много усилий потратили на то, чтобы довести удобрение и апробировать его на растениях, чтобы точно дать дозировку. Не нужно вот самим придумывать дозировку, уменьшать, увеличивать. Когда мы вдруг с вами берем удобрения для почвы, в больших мешках. Сельскохозяйственное удобрение, оно разработано для почвы. И это другие удобрения. А когда это специальные удобрения или же универсальные удобрения для комнатных растений, не нужно там изобретать велосипед. Ну, и не изобретая велосипед, я беру стаканчик, где у меня есть... Написано, где 2,5 миллилитра. Это совсем чуть-чуть. Наливаю в литр воды, чтобы быстрее прошла диффузия. Мешаю раствор. А вот теперь смотрите. Я погружаю горшок в раствор. Медленно. Сейчас возьму пинцетом. Раствор доходит до верха. Вот видно? И тут же достаю. Если мох очень сухой, то, может быть, на это потребуется 10 секунд. Мох настолько быстро впитывает в себя влагу. Посмотрите, сколько он впитал буквально за секунды. Почти 100 миллилитров.
даю обязательно раствору стечь. Вот по возможности сделать так. Потом ставлю в поддончик. В поддон тоже будет стекать сейчас раствор. И через час выливаю этот раствор. Удобрять и поливать орхидеи в мху – это одинаковый процесс. И полив, и удобрение. Но удобрять и в мху орхидеи нужно. Питание нужно всегда. Пусть это будет мох, кора, керамзит или другой какой-то субстрат, питание нужно всем и всегда. Выбирайте, что для вас лучше, и что вам больше нравится, и что нравится вашим цветам. Любое удобрение, которое вы будете использовать, особенно весной, летом, это только на пользу орхидеям. Как раз летом они чаще всего не цветут, они чаще всего растут. Потому что в нашем полушарии лето, а там, где они родились и растут, там зима. А когда там лето, у нас зима, и у нас орхидеи как раз цветут зимой, а не нашим летом. Это просто тоже нужно знать, ну, хотя бы понимать. Поэтому сейчас самое время для роста орхидей. Они заканчивают цветение, их можно опять поддержать, наполнить их жизнь какими-то удобрениями, и они вас порадуют ростом зеленой массы, то есть листьев, и корней. Удобряйте, не бойтесь. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Овчарка? Как? Ричи. Ричи. Ну, овчарка, не овчарка. У меня вопрос к аудитории. Почему нужно плямкать и жевать во время лекции? Сегодня мешали съемки. Ричи жевал косточку. Ну, Юлечка пришел и улегся тихонько. Ну, а самый главный Это контролер. контролер